Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем ролике я хочу поговорить с вами о расходе топлива на Geely Tugela рестайлинг 2022 года. И мне интересно замерить этот автомобиль, сколько он может проехать по дистанции максимально, если мы заправим 95-го бензина до горловины. Соответственно, будем медленно заправлять этот автомобиль и замерим, сколько может проехать данный автомобиль на заправленном таким методом баке по дистанции и в эко-режиме при среднем стиле вождения без сильных ускорений и в умеренном стиле вождения без всяких быстрых гонок. Итак, друзья, начинаем наш тест. Я подключился через ОБД, и чтобы посмотреть уровень топлива. Уровень топлива сейчас составляет 15,5 литров. Запас хода 101 километр. И вы можете увидеть индикацию уровня топлива в баке. Ну, соответственно, чуть-чуть. И сейчас мы с вами сбрасываем данные настройки. Сбрасываем все. 3 по нулям. И сейчас мы заправляемся на заправке до отстрела пистолета, а потом мы как раз заливаем по горлышко, чтобы понять, сколько же после отстрела можно залить топливо в Geely Tugela. Напоминаю, бак у нас 54 литра номинально. В одном источнике на сайте написано 54, в инструкции написано 63, 64, 62, что-то такого плана. Поэтому будем замерять. Дворники у меня работают в авторежиме, обогрев лобового у меня включен, и дворники, да, немножко скрипят и чистят не особо хорошо. Ну, на картинке, в принципе, вам покажется лучше, но эти дворники предназначены только под летнее использование, и на зиму лучше все-таки прикупить другой комплект, например, Valeo. Также хочу отметить, что машина была у меня сейчас прогрета. Я проехал где-то примерно 25 минут, и у меня жарил климат. Именно на 20 градусов стоит климат. После 25 минут воздух идет такой тепло-прохладный, который он должен, в принципе, такой, который должен идти на 20 градусов. Но, как мы все знаем, климатическая установка в Geely, она не очень. И когда мы едем после прогрева, она то жарит, потом очень сильно холодит. И за все время эксплуатации мне приходится докручивать его где-то в районе 26, чтобы было тепло в салоне. Но стоит с этой настройкой приехать на заправку, заправиться, и если вы не выставите 20 градусов, то начнется опять вот этот вот сильный жар. Климатическая установка работает в Geely очень плохо, и поэтому, надеюсь, они все-таки доработают. На Geely Coolray ситуация еще хуже, там еще более сильнее жарит климат. Заправляем минимум 95-м бензином. Горловина очень сильно выступает по сравнению с Coolray-евской. И мы смотрим, сколько у нас литров войдет. — 34 литра. И теперь попробуем до конца его долить. Вот таким способом. Так, ну все. Получается 38-32. Еще 4 литра у нас вошло. Прям по горловину. Вот у нас видно топливо. Идем оплачивать. Но за такой способ вас все проклянут в очереди на заправке. Итак, мы заправились, оказались в автомобиле. Запас хода у нас равен 511 километров. Я считаю, это маловато. Будем тестировать и разоблачать Geely Tugela. Смотрим по ОБД: 46,5 литров. Причем, если мы сложим изначально расход, изначальный остаток по ОБД с тем
показателям, сколько я заправил, 38,5 литров, у нас как раз получится 53-54 литра номинально, как у нас есть по инструкции. Также ОБД показывает, что уровень топлива в процентах 93%. Ну, странно, вроде я по горлышко залил, я, честно говоря, думал еще влить 8 литров. Может быть, надо было покачать машину, пишите в комментариях, но пока, в любом случае, вместе с отстрелом можно как минимум влить еще 4 литра. В Geely Coolray можно влить порядка 80. Итак, друзья, и, конечно же, переводим наш режим экологии, экономичный режим, для того, чтобы проверить именно максимальную дистанцию в экономичном режиме. И будем ехать умеренно. Максимальная скорость допустимая будет за момент теста 130 км в час. Итак, друзья, Geely Tugela 2023 модельный ряд. Рестовый автомобиль в комплектации Flagship Sport. Спереди мы можем видеть рефлекторную оптику ближнего и дальнего света. Машина эксплуатируется сейчас зимой. И даже удивительно, но передняя камера у нас не запачкалась. Есть датчик дождя. Сейчас активирован датчик дождя, но работает он все-таки, наверное, не идеально. Потому что приходится делать взмах. И напоминать о том, что пора очищать лобовое стекло. Автоматически сейчас у нас работает датчик дождя и чистит нам лобовое стекло. Мы видим боковые зеркала без слепых зон. Задние стекла все-таки запотевают. Заднее стекло у нас работает обогрев. Тут есть запотевание в этой части, но я думаю, здесь, так же как и в Geely Coolray, расположены антенны для FM радио. Тогда вопрос, для чего же все-таки этот акулий плавник, напишите в комментариях. Вот так выглядит автомобиль в зимнее снежное время. И, конечно же, всегда из-за того, что машина в форме купе, лифтбэк, сзади у нас нету никакой щетки, стеклоочистителя, вот так будет пачкаться ваш задний номер и камера. Но в целом управляемость на такой снежной целине замечательная на этом автомобиле. Автомобиль на полном приводе. Итак, друзья, я решил все-таки замерить расход на 106 километров дистанции. Запас хода у нас убавился до 406 километров. Давайте посмотрим среднюю скорость 56. Резина у нас Bridgestone. Пользовался обогревом лобового, заднего стекла. Ну и ехал я, конечно же, 60 километров со скоростью 90 километров в час. И оставшийся пробег 46 километров я ехал со скоростью 120 километров в час. Сейчас также заправляемся до горловины, чтобы понять, какой расход топлива у нас будет за дистанцию 106 километров при такой скорости в эко-режиме. И, конечно же, через ОБД мы смотрим сейчас показания. Уровень топлива 40 литров. Поставили 95-й. Отстрел пистолета 5,7 литра. И теперь сейчас опять доливаем до полного таким методом. Итак, у нас получилось 9,56 литра. Да. Временем у нас так сильно закидало заднюю часть автомобиля. Я запустил двигатель после заправки, переставил автомобиль. И немножко уровень топлива ушел, но не сильно. Там, в принципе, можно увидеть, что его в принципе, можно увидеть. Ну что же, друзья, соответственно, мы выявили с вами сейчас средний расход топлива на 106 километров дистанции. У нас он получился 9,5 литров. Ну, можно сказать, в принципе, где-то, наверное, 9,2, если на 100 километров рассчитывать. Сейчас мы видим, запас хода у нас увеличился. Почему? Потому что у нас машина поняла, что мы едем более экономично по трассе. И, соответственно, машина уже запас хода подстраивает под реальные показатели. Если ехать с идеальными условиями 90 км в час, то машина будет весьма экономичной. Но 238 лошадиных сил, я считаю, вполне себе хороший показатель.
Поэтому, друзья, напишите, если кто делал подобные тесты, какие расходы топлива у вас на Geely Tugela и при какой скорости. Потому что я подозреваю, при скорости 150 и выше у вас будет там все 13-15 литров на 100 километров. А тут хочу подсказать то, что я залил, опять же, до отсечки. У меня вошло 9,5 литров, а по прибору ОБД 46,5 литров у меня сейчас в баке. Ну, конечно же, там есть своя погрешность, потому что горловина у нас не учитывает дополнительные литры, как мы все знаем, но сам уровень у нас прибавился на 6,5 литров. Поэтому где-то даже по прибору, если считать, то где-то 2-3 литра у нас точно есть запас хода. Но мы с вами в этом тесте, конечно же, это выявим. И теперь я сбрасываю все показатели на бортовом компьютере и выкатываем этот бак. Сейчас он у меня опять же залит до краев горловины бензобака. И посмотрим, сможем ли мы проехать 600 километров на данном автомобиле. Поэтому смотрим дальше, друзья. После заправки я проехал 104 километра. 59 километров из этого пробега было чисто городские пробки по Москве. И, соответственно, информирую вас о состоянии шкал уровня топлива. Вот сейчас вы можете их наблюдать на своем экране. Дальше запас хода у нас рисуется 311 километров. Как сильно пробки изменили запас хода. Выходим сейчас на трассу, посмотрим, как изменится ситуация с запасом хода. Будет ли он прибавлять нам километры. Итак, друзья, я проехал еще 113 километров. Мы можем увидеть, что только сейчас датчик уровня топлива показывает половину бака. Только что это сейчас он обновил. И как я выявил, запас хода у нас не увеличивается, если вы едете по трассе. А я сейчас двигался в районе 70 км по трассе со скоростью 110-120 км в час, так как свободная дорога и, в принципе, хорошие погодные условия. И остальной пробег я прошел, там 40 километров, в небольших таких пробочках и ехал 50-70 км в час. Ну, в принципе, с остановками. Хочу показать, что подключился я опять к ОБД. И ОБД мне сейчас показывает уровень топлива в 25,5 литра. Соответственно, ну, где-то получается на 250 километров. Я думаю, должно хватить. Запас хода 236 рисует. Так. Промежуточный пробег. Средний расход топлива 10,5. Циклический расход топлива 9,3. Ну и пробег за поездку 112,9. Как раз как я завел автомобиль. В целом, если ехать по трассе, действительно можно уложиться в расход 9,3. Если двигаться спокойно, без обгонов, в эко-режиме, ну и со скоростью 90-120 км в час, как это было. И также хочу показать, что пишет официальный сайт Geely по поводу расхода топлива в Geely Tugela. На официальном сайте заявлено 8,1 литр на 100 километров средний расход топлива, разгон до сотни 6,9. И также мне нравится, как у них написано по поводу топливного бака. В характеристиках на сайте написано 54 литра его объем, а в инструкции написано 62. Чему верить, непонятно. Вот такой вот китайский рандом. И еще мне нравится вот эта пометка в виде звездочки. Данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения. Круто, что не относится к конкретному автомобилю. Продолжаю тест топливного бака и расхода топлива на Geely Tugela Restyling. Проехал я еще 100 километров, из них 20 километров я ехал со скоростью 150 километров в час в разрешенном участке. И как раз там был очень сильный расход, и я прям видел, как на глазах у меня уменьшился запас хода. Сейчас вы видите, сколько я имею топлива в баке. И, соответственно, запас хода у нас 101, но я буду ехать очень экономично, со скоростью в районе 70-90 км в час. У нас также до сих пор включен эко-режим. 300 километров я проехал. По запасу хода остается 100 километров, что получится там в районе 410 километров в общей сумме. Но я думаю, у меня получится проехать где-то на полном баке 450 километров. И я чувствую, что запас хода
когда ты едешь более экономично, очень медленно начинает уменьшаться. Жалко, что все-таки он не перерасчитывается и не увеличивается, как сделано на европейских автомобилях. Также вы видите температуру за бортом минус 9, за бортом снег. Ну и, конечно же, для экономии обогрев руля, лобаша и форсунок я включать не буду. Круизом также не буду пользоваться, и посмотрим, насколько мне хватит дистанции до заправки. Итак, друзья, проехал я 64 километра. Запас хода у меня остался 82 километра, средняя скорость 41, средний расход 10,5. Ну да, вот запас хода 82. Уровень топлива 13,5 литров. Сейчас на данный момент через ОБД. Видим запас, видим показания уровня топлива. Получается, если судить по запасу хода, я проехал около 20 километров по запасу хода. У меня всего лишь на 20 километров ушло. А по факту я проехал 64 километра. Ехал я со скоростью 90-70 км в час и в максимально экономичном режиме. Лампочка еще не загорелась о том, что нужно заправить автомобиль, но на проекционном дисплее появилась информация о остатке запаса хода 82 километра. Итак, друзья, очередное включение. Сейчас запас хода составляет 50 километров. Я проехал 60 километров, и по ОБД у меня 8 литров в баке. Скоро поеду на заправку. Продолжаем нашу поездку. Запас хода 13 километров, также эко-режим. И мы едем на заправку. Уровень топлива 4,5 литра. Итак, друзья, запас хода у нас уже 0 километров. И индикация топливного бака о заправке начала у нас моргать. Но мы должны еще проехать 7 километров, чтобы заправиться. Итак, друзья, запас хода у нас так и 0. Мы доехали до той же заправки, откуда начались наши замеры и откуда начался наш видеоролик. Мы проехали 17 километров. Изначально у нас показывало, что мы можем проехать 12 километров. И запас хода на нуле. И машина начала показывать запас хода 0 на 7 километре. То есть, соответственно, мы где-то в районе 10 километров проехали на нулевом запасе хода. И действительно мы проехали 477 километров за всю поездку. И это я заправлял плюс еще 4 литра по сравнению с после отстрела пистолета. Соответственно, я залил на 4 литра больше, чем все заливают обычно, когда отстреливает пистолет. Автомобиль у нас до сих пор мерцает индикация, пиктограмма о том, что необходимо заправиться. И через ОБД мы видим то, что сейчас реальный уровень топлива у нас 3 литра. Лампочка у нас загорелась и начала моргать, когда уровень топлива у нас был 4 литра по УБД. Ну и, соответственно, у нас запас хода стал нулевым. После этого, соответственно, имейте в виду, что когда вы видите на своем автомобиле запас хода 0, то, в принципе, можно проехать около 40-50 километров, но, опять же, в таком легком режиме, и желательно выключить климатическую установку, чтобы вам доехать точно 100% до пункта назначения. Ну и, соответственно, в замер наш на 477 километров может столько проехать Geely Tugela. Это лайтовый режим в эко-режиме, без езды на полном приводе абсолютно. И 80% автомобиль ездил со скоростью 70-110 км в час. Ну, местами где-то небольшие обгоны. И, как я говорил ранее в видео, 20 км я проехал со скоростью 150 км в час. И там был очень сильный расход. Поэтому, друзья, если вы ездите на данном автомобиле, то вы получаете в районе 350-400 км запаса хода, ну, в таком среднем смешанном режиме. Если экономите, то, в принципе, и заливаете так же, как и я, до горловины бака. Возможно, у вас получится даже дотянуть и 500 км запаса хода. Поэтому, надеюсь, вам мой тест был интересен. Не забудьте подписаться на канал. И, конечно же, на моем канале будет еще много интересных тестов автомобилей китайских. Особенно также я хочу сделать то же самое видео с моим Geely Coolray. Но он проедет столько же, либо чуть-чуть больше, хотя у него на 10 литров бак меньше. Но и в горловину может
залезть плюс 8 литров. Соответственно, мы с вами выявили реальный запас хода, что еще, в принципе, у всех китайцев есть небольшой запас хода, когда небольшой резерв запаса хода, даже когда вы видите нулевое значение на приборной панели. А сейчас я еду заправлять этот автомобиль и также посмотрим, сколько же влезет в бак, если я опять также заправлюсь до отсечки, а потом уже до краев горловины. Итак, заправляем нашу Geely Tugela. Ага, вот у нас отстрелял пистолет. Ну и давайте теперь ну и вот теперь у нас до краев. И влезло у нас 52 литра. Напоминаю, что в автомобиле официально 54 литра, а в самом инструкции написано 62 литра. Ну и вошло в бак до полного опустошения 52 литра. И для особых умников напоминаю, что в Тугеле это именно экономичный режим, а не экологичный. Итак, друзья, ну и вот мы, конечно, заправились. Запас хода автомобиль пишет 420 километров. Я считаю это не особо корректным, но все зависит. И мы с вами в этом видео выявили, что запас хода исключительно зависит от вашего стиля вождения. Но и шкалы не особо информативные. Все-таки, если бы они были аналоговые, я думаю, можно бы было более правильно считывать информацию, как в европейских автомобилях. Но здесь все-таки есть свои нюансы, и надо к ним привыкать. Соответственно, мы теперь знаем то, что лампочка может загореться, когда первое деление у нас остается, даже когда у вас есть 15 литров в баке. Ну и сейчас я вижу то, что машину мы заправили, пока там все стечет в бак. Датчик нам показывает 46,5 литров в баке. Поэтому, друзья, для вас старался Дмитрий Лелюхин, чтобы показать реальные возможности топливной эффективности в эко-режиме на Geely Tugela рестайлинг. Всем огромной удачи, здоровья и пока!